Господа, я думаю, всем, кто более-менее как-то взаимодействовал с автомобилями, известен такой бренд, как Garrett. Garrett — это производители турбокомпрессоров для автомобилей. Если вы не знаете, что такое турбокомпрессор, это устройство, которое при помощи выхлопных газов нагнетает двигатель большее количество кислорода для того, чтобы в нем сжечь большее количество топлива и тем самым получить большее количество мощности. Garrett производит несколько серий турбокомпрессоров. Первая — это Original. Это те турбокомпрессоры, которые сделаны по требованию автопроизводителей и ставятся на автомобили, выпускаемые с завода. Как мы это называем, сток. Также у Гаррета есть серия Reman. Это бывшие в употреблении турбокомпрессоры, но прошедшие полный комплекс восстановления на заводе Garrett. Ну и есть еще третья серия, это очень интересная, господа, это называется серия Performance. Это турбокомпрессоры, которые были созданы, чтобы устанавливаться на спортивные двигатели и выдавать максимальный буст в самых жестких условиях. Кстати, именно такой турбокомпрессор мы будем ставить на антигелик. Это 35-й GTX Gen 2. Если вы не знаете, что это, просто загуглите. Это очень крутая штука. Ну и поскольку не за горами празднички, время дарить подарки. Сейчас вместе с компанией-партнером Atomic Shop проводится конкурс, смысл которого в том, что вы можете пройти по ссылке в описании на сайт Garrett Turbo Info и оставить там рассказ из вашей жизни, на когда вы пренебрегали ценой продукта только ради того, чтобы получить максимальное качество. Автор самой оригинальной истории или комментария получит сертификат на 30 тысяч рублей, который он может использовать также в магазине Atomic Shop. Так что проходите по ссылочке, оставляйте ваши истории и пусть победит самый оригинальный. Удачи вам! Господа, вначале нужно обязательно сделать заявление, чтобы вы с пониманием отнеслись ко всему тому, что происходит в этом видео. Во-первых, да, автор этого видео, то есть я, осознает, что путешествие на электромобиле по трассе на межгород не является его целевым использованием, и в любом случае что-то должно пойти не так. Эти автомобили для города, и я очень прошу вас, досмотрите это видео до конца и посмотрите финальные выводы, чтобы понять вообще то, для чего мы все это записывали. Господа, здравствуйте! Мы немного не выспавшиеся и сегодня с утра ни разу не ели. А все потому, что мы находимся в электромобиле. Да, именно все поэтому. Сейчас я вам объясню. Мы тут затеяли проехать на электромобиле из Москвы в Санкт-Петербург. Не новая фишка, ни разу. Так делали уже многие. Мы решили сделать так же, но лучше. Казалось бы, что для этого нужно? Нужно взять полностью заряженный электромобиль, оказаться на севере Москвы и стартануть в Питер. Но поскольку все остальные делали это в рамках некого мероприятия, когда это все было с поддержкой, с колоннами, с подготовленной инфраструктурой, людям выдавали уже готовые маршруты, они знали, что делать, и стартовали они с международного шоссе, со штаб-квартиры Jaguar Land Rover Россия. Мы все делаем по-своему. Мы делаем это без согласования, хотя мы и предупреждали, что мы так поедем. Мы делаем это в формате, как делают это обычные люди, и мы доедем быстрее. Дело в том, что все те люди, которые ехали так до нас, доезжали в лучшем случае за 14-15 часов. 15 часов ехать из Москвы в Санкт-Петербург, серьезно? А в худшем случае 2 дня, прикинь? Они 2 дня ехали, они ночевали на Валдае в гостинице, пока тачка заряжалась. 2 дня они ехали из Москвы в Санкт-Петербург. Мы хотим доехать часов за 10-11, это раз, и 2 в совершенно обычном ритме. Поэтому вчера вечером мы хотели зарядить наш электромобиль так, чтобы сегодня утром со 100% зарядками мы уже выехали, хотя бы, понятно, что не с севера Москвы, потому что, у нас нет такой возможности, мы выезжаем примерно от 3-го транспортного кольца, и у нас уже остается 219 километров заряда. Мы уже далеко не 100% заряжены, и мы еще далеко не на международном шоссе. Таким образом, все, что нам сейчас светит, это первый скачок до Твери, в которой мы начнем импровизировать, и я слышал, что там есть 2-3 примерно электрические зарядки. Работают ли они? Узнаем. Мы заезжаем на заправку, при этом нам нужно развернуться, поскольку это единственная зарядка в районе Твери. Мы проезжаем на 5 километров вперед, разворачиваемся, на другой стороне заряжаться сейчас будем, благо там на заправке есть еще фастфуд. Вон зарядка, по-моему, слева с зелеными этими горит, если не ошибаюсь. В тот раз мы брали карту «Тройка», это вы могли видеть на нашем стрим-канале, а в этот раз мы возьмем карту Shell. Потому что только эта карта работает на этой зарядке. А в Москве на зарядке будет работать только карта «Тройка» или только карта МОЭСК. Они даже 2 системы в одну объединить не могут. Проверка карты.
карта не авторизована. Наверное, это не очень хорошо. Пойдем качать на заправку. Только я, наверное, пойду качать без камеры, а то сейчас начнется эта жопа. А не подскажете? Нам пишут, что карта не авторизована. А как вам обратиться нужно, молодой Костик. человек? Константин, надо бросить, чтобы вы подошли и приложили карту повторно. Хорошо. Ходите, пожалуйста. Спасибо. Короче, мы зашли на заправку, позвонили в техподдержку с заправки, непосредственно операторы, и нам сказали предложить карту заново. Вероятно, они это исправили. Но в любом случае, там есть еще пустые карты, которые можно здесь купить, сразу пополнить. Да, все, сработало. Вот, короче, вот такой нам разъем нужен, он быстрый. Есть. И далее. Да, ты сможешь. Знаешь, сколько время до полной зарядки? 3:55. Просто 3:55. 4 часа мы будем заряжаться с тобой. 4 часа мы будем здесь в Бургер Кинге есть. Нет! Что да? Нет! Пошли жрать. Что я хочу сказать? Короче, удивительным образом, но у нас вместо 4 часов машина позаряжалась 1,5, и она полностью зарядилась. Сейчас пишут, что мы можем 300 километров проехать, но самое главное, что перед тем, как снять ее зарядки и куда-то поехать, мы еще можем врубить печку, прогреть салон, руль, кресло, все дела. Потом только вытащить из зарядки, это она все еще будет делать от тачки, и потом уже поехать дальше. У нас через 230 километров Валдай. Очень хотелось бы дотянуться до Рябова, на самом деле, это уже почти возле Питера, но до Рябова 430, мы не успеем. Таким образом, мы доедем до Валдая, у нас сейчас останется 70-80 километров запас хода, там подзарядимся полностью, и после Валдая я очень хочу доскочить 330 километров прямо до дома. Собственно, наш секрет успеха, который мы вывели для того, чтобы ехать как можно дальше и как можно больше проехать на одном заряде. Это, в общем-то, известная фишка, мы шифруемся за фурами. Причем шифроваться за фурами приходится на расстоянии меньшем, чем позволяет адаптивный круиз. То есть сейчас вот мы включим круиз адаптивный. Давай, вот 90. Самое маленькое расстояние. И он отпускает фуру довольно далеко. На этом расстоянии уже не работает сам вариант экономить, потому что нисходящие потоки от фуры, воздух уже опускается, и все, мы давим. У нас здесь довольно много показателей всяких: расход в киловаттах и средний расход киловатт-часов на 100 километров, и чего у нас вот только не написано. А расход на скорости 95-100 за фурой меньше, чем ехать, если без фуры 80. То есть настолько этот работает аэродинамический мешок, в котором мы находимся, что расход падает практически в ноль. Так что, пацаны, на М11, если вот, простите нас, мы, наверное, вас нервируем, потому что вы чувствуете, что сзади где-то сидит тачка, и это, естественно, раздражает. Но мы не со зла. Мы не хотели. Заправка, которая нас интересует, зарядка, вернее, электрическая, находится в Валдае, на улице Энергетиков. К ней есть интересная подпись, специальное приложение, которое написано, что заранее звоните, станция на профилактике до понедельника. Сегодня у нас среда. Вторник, сегодня вторник, отлично. Есть телефон, по которому надо звонить. И вот здесь самая проблема. Добрый день. Добрый день, не подскажете? Я интересуюсь, электрическая зарядка в Валдае работает сегодня? Нет, сегодня надо, скажем так, если вы поедете сегодня, то надо будет специально там договариваться, чтобы там профилактические работы сейчас просто ведутся на Энерго. А вам обязательно сегодня нужно, да? Да, мы сейчас Вышний Волочок объезжаем, у нас осталось 180 километров, и мы понимаем, что мы до Валдая дотянем, а больше не дотянем. Я сейчас попробую, чтобы время терять, связаться с валдайскими сетями, если они смогут нам помочь. Я сейчас вам перезвоню. Так, смотри, я помню по видео. Да, валдайские электросети, мы приехали. Должна быть будка проходная. По-моему, мы на месте. Если это работает. Смотри. Так, закрыто. Понятно. Давай, пойду докопаюсь до Храндоса. Добрый вечер. Отключено, да? Но мы звонили, нам говорили 50/50, наверное. Не включать, работают люди. Зашибись. Часто ли вы приезжаете на заправки обычные бензиновые и узнаете, что они не закрыты, да? Но такая ситуация возможна. Несколько раз в год. В случае с электрическими зарядками это будет каждый день.
обсуждаем с главой Укрэнерго в данный момент. Ага. Если не договоримся, то будем выходить на руководство Россетей. Давай посчитаем часы. В начале видео мы сказали, что все эти, короче, вот такие какие-то там люди, да, так называемые там наши коллеги, доезжали за какие-то длительные часы. В итоге некий уважаемый, вот так вот я умею, да, некий уважаемый человек где-то там сейчас звонит руководству Валдайэнерго, чтобы включили одну единственную в регионе вот эту вот зарядку. Для того, чтобы наш, видимо, единственный сейчас электромобиль в регионе смог зарядиться и все-таки куда-то доехать. То есть, несмотря на отсутствующую инфраструктуру в этой стране, ее населяют очень добрые люди. По отношению к электромобилям, по крайней мере, точно. Ожидаем. Господа, ситуация паника. Ну как паника, она планируемая паника, но тем не менее. До места, где будет сейчас свет и будет стоять, скорее всего, много фур, как мне кажется, где мы сможем ловить другие фуры, которые мы хотим зацепиться так, чтобы это не выглядело, что мы кого-то хотим кинуть и утащить в лес. Короче, 17 километров до точки. Запас хода остался у нас 13. Мы идем даже с выключенными фарами. То есть я еду примерно вот на эти два огонька, фуры, за которой мы крадемся, она едет 80. Печка у нас не работает где-то уже последний час, да, мы выключили ее, экономим. Фары тоже мы выключили, экономим. Руки мерзнут, нос мерзнет, но мы дотянем. Ягуар, мы его уже убивали, я уже говорил, я знаю, сколько эта тачка может выдать, когда уже, казалось бы, нет ничего. Она выдаст, мы доедем. Нам осталось 16 километров. Все, на спидометре 0. Сейчас просто вот сейчас может встать практически в любой момент. Даже когда на приборке 0, до полной остановки он еще 2 раза выдает предупреждение, типа срочно останавливайтесь в любом возможном для этого месте. Но уже мы победили, потому что пошел свет. Мы уже не в темноте стоим, все. Но нам еще 4 километра надо. Давай, Яшка, Яшка, ты сможешь. Мы так уже делали, пожалуйста. Мы все в курсе, что у тебя есть резервы. Фары выключены, все. Давай, печка не работает. Мы все держимся, и ты продержишься. Ты красавчик. Ты не виноват. Я знаю, это просто та зарядка, которая была сломана. Все было продумано, дело не в тебе. Давай. 6,7. Не 4 километра, я облажался. Но есть связь. Вот именно такие ценности вы уже начинаете очень хорошо понимать, когда у вас электромобиль. Просто напряжение прямо реально на пределе. Вы мне сейчас в личку, вы в директ пишете, что это самый интересный сериал. Все. Остановитесь в безопасном месте. 6,7 мы не дотянем ни хера. Ну сколько-то тяни давай до конца, пожалуйста. Вот там, по-моему, уже вот те огни, вот там уже вот все. Там уже много людей, всего. Там просто все есть. И кончаются столбы со светом. Да, блин, все, ему очень плохо. У меня уже обратный прям вот этот вот столбик бежит, сколько осталось там мощности, и она уже прям сокращается с тем, где мы сейчас. Он скоро не сможет 80 ехать. Если бы я не брал его на тест-драйв, я бы никогда не вписался в этот блудняк. Но я брал его, я вот прям в нем уверен. Прямо очень уже близко ограничение мощности подкрадывается к тому, что мы видим. Прямо 7 километров. Да нет! Да, нет, 3, все, и мы уже почти выезжаем. Все, вот сейчас пойдут огни где-то вот сейчас, вот как раз сужение, вот справа отбойник, нету обочины, да, вот сейчас нужно собраться. Все, смотри, мы уже выезжаем практически, все, вот сейчас где-то будет трасса. Все, сужение проехали, все, правая полоса. Давай аварийку пора врубать, мы не разгонимся. Вот огни, вот табличка впереди примыкания. Я даже вижу, как там тачки примыкают, оттуда выходят. Все, нам осталось просто, братан. Все, впереди уже есть светофор, там точно жизнь. Прикинь, вытащила, прикинь. Вытаскивает. Все, еще фуры из других. Сейчас здесь уже куча движухи будет. И еще при этом у нас сохраняется рекуперация. Дело в том, что есть один косяк. Если эту машину разрядить слишком сильно, она отключает режим рекуперации. То есть уже невозможно будет зарядиться от троса. И мы должны сейчас поймать эту грань, чтобы не разрядить ее слишком сильно. Все, газ отключился. И все, мы просрали. Нету рекуперации. Все, я торможу, и рекуперация не работает. И такие рывочки начались при этом. Ты что, помнишь, да, это? Просрали мы с тобой этот момент. Все.
Да, именно вот так это и выглядит. Именно вот так это и выглядит. И теперь нас нельзя тащить на трассе. Ты понял, к чему это косяк? Километра 2 бы раньше и все. Теперь это только эвакуатор. Короче, она начинает, когда она почувствовала через наш трос, да, в конце вот это, короче, она все пытается, да нет. Я даже не знаю, автовоз нам не у той зарядки нас не сгрузит вообще никак, никоим образом. Это же автовоз, мать его. Надо же, у нас первый раз что-то не получилось. Да не первый. Ну нет, ну так что вот прям совсем, прям первый. Короче, все ровно как и планировалось, да? Мы хотели боль. Есть боль. Прям. Мы знали, что электромобиль не для трассы, мы это доказали. Но, смотри, в третий раз поедем, мы точно доедем. Стопудово. Просто нужно было вот тогда, когда еще 50 километров оставалось, уже цепляться за фуру, и мы бы проскочили. Все. Чисто наш косяк, короче, да? Ну все, капец. Мы уже дома, считай. Нам больше ничего не надо. Есть! Вот эта зеленая лампочка уже, который раз мы ее, да, просто как чудо воспринимаем, когда вот здесь загорелась зеленая лампочка. Это нереально. 0 километров, 0% до полного заряда 3,50. Но мы знаем, что это не так, как в прошлый раз. Через часик уже все будет в порядке. Короче, пошли в тепло. Пока мы там пьем чай, здесь уже все подзарядится, и мы здесь уже с печкой будем сидеть. Карточка, которая сегодня сработала утром на той зарядке, снова теперь пишет, что она не авторизована, ее снова невозможно использовать. Короче, это боль. А по телефону, который здесь указан, у нас никто не берет трубку. Вас приветствует компания Target. К сожалению, вы позвонили в нерабочее время. Мы будем рады ответить на ваши вопросы по будним дням с 10 до 19 часов. Спасибо. У нас в распоряжении 10,5 часов, и нам ответят. Короче, карта до сих пор не авторизуется. Сделать ничего нереально. По телефонам ни разу не уважаемые мудаки из компании EVTime пусть подают меня в суд. Пусть. Если бы эти долбы реально переночевали возле машины, вот как мы сейчас мерзли, 2 из 2 столбика у них не работали, они про меня говорили бы так же. Но сейчас я и говорю про этих мудаков, потому что это ничего не работает. 2 из 2 столбиков не работали. В вечернее время телефоны поддержки не отвечают. Здесь есть специальный номер телефона, который должен работать с 7 вечера до 9 утра. По нему никто не берет трубку. По этому телефону говорят, что это не рабочее время. Есть еще 3-й номер телефона, на котором работает факс. Мудаки. Вы мудаки, потому что из-за вас я здесь мерзну. Это раз. Я купил еще одну карту. Другую, прям новенькую, на заправке. Также не срабатывает. Утром на другой заправке под Тверью это также не срабатывало. Только утром было рабочее время, и, видимо, они из офиса решили. А сейчас не рабочее. Костя, сдохни, нам на тебя насрать. Пистолет больше не вытаскивается. Нам даже эвакуатором сейчас машину не забрать отсюда никак. Ошибка. Все, состояние зарядки ошибка. Прекрасно. Слушай, ну это уже вот близко к отчаянию. Так криво-косо ничего не шло. То есть, вероятно, мы сейчас будем возле нее ночевать, чтобы дождаться рабочего времени. Уважаемые господа мудаки вышли на работу и начали что-то делать. Ну, потому что бросить ее здесь на трассе никак. На всякий случай, Никитос, мама, папа, бабушка, близкие, мама Владяна, прости меня заранее. Я не хотел забирать своего сына в таком молодом возрасте. Мы думали, что это будет просто поездка. Мы возьмем электрокар и доедем. Батя, береги Шкоду, береги жену, семью, детей. Бабушка Лида моя. Да, я хотел прийти на твой день рождения, но не смогу. Я и вряд ли доеду домой. Игорян, надеюсь, ты что-то накопил, зарплаты больше не будет, Игорян. Если ты видишь, скорее всего, это видео, я сдох. Я поехал на электромобиле из Москвы. Кот Лёва, гусь. Простите, пацаны, я честно хотел. Я знал, что у меня большая ответственность, меня ждут люди, все подписчики, пожалуйста. Но я честно просто хотел снять видео. Я не думал, что мы просто не сможем доехать из Москвы в Санкт-Петербург, что при этом мы должны пострадать. Все, кто меня знают, простите. Я должен был выжить, но я не смог. Весь мир был против меня. Все, пошли пить кофе.
Мы уже умерли, теперь можно идти пить кофе. Да ладно, сработало, ёб твою. Они что, блядь, услышали это? Погоди, подключите кабель. Сработало. Инициализация. Ну, здесь инициализация, там подключите кабель, 0 километров. Состояние зарядки пока... И она заморгала. Все, теперь отсоединиться. Да! То есть это четко с зарядкой что-то было. Смотри. Вот, замок сработал. Она моргает. Сейчас она отморгается и загорится зеленым. И она начала заряжаться. Да? 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 Я, блядь, в церковь завтра пойду, сука, и свечку поставлю, блядь, вот такую толстую. Я никогда не верил в Бога. Я никогда не верил в Бога. Я никогда не говорил, что его нет. Я просто... Вы можете верить в него. Я не воинствующий. Каждый имеет право на свое воспитание. Я в него никогда не верил. Боже! Боже, спасибо тебе! Ты есть наверняка где-то там. Какой-то огромный, хороший, добрый человек смотрит на меня и говорит: Костя, ты сегодня не сдохнешь, пожалуйста. Я благословляю тебя на то, чтобы ты доехал. Ты маленький, вонючий, очкастый урод. Ты начал материться в сторисах. Костя, едь домой просто, пожалуйста. Господи, спасибо, что ты есть. Ну реально, это просто честно. Я уже не знаю, что... Если это не Бог, то кто это? Кто это, Владян, кто? Служба поддержки, да, они положили на нас болта вот такого. Ты, я, нет. Точно у нас руки из жопы. Это только... Ты, может, это ты? Господи, это ты? То ты? Нет, это не он не Бог. Хорошо. А где тогда? Он там, на небесах, он все это видит, мать твою. Ну как еще это объяснить? Бог есть. И это не он. Все, мы это поняли. Ждем, пока зарядится. 2 часа ночи, 17 минут. Это ровно 16 часов с момента, когда мы в 10 часов 17 минут выехали с Москвы сегодня. Причем за этот 16 часов это, по сути, максимальная жесть, потому что не работали 2 зарядки из 3. С одной, которая работала, мы тоже предварительно 20 минут морочились. И в итоге получается, что мы нигде не могли нормально зарядиться без предварительных ласк, без потери времени. Далее мы еще ждали эвакуатор. Далее зарядка, которая заработала, снова не заработала. Далее все время что-то случалось постоянно. Она вот все нормально, но все было против нее. При этом она все равно нас довезла. Если бы просто элементарно работали все зарядки, мы бы доехали часов за 11, я уверен, не было бы никаких проблем. Но ни черта не работало. Поскольку я уже завез Владяна домой, все, можно сказать, эксперимент законченными, я вам расскажу, почему сейчас эта машина оказалась здесь и в раю. Привет, Костя. Я в раю. Ну давай, пупсик. Настройка связи с автоматом. Есть! Все, это сработало. И сейчас, москвичи, простите, но я объясню, почему Петербург лучше Москвы. Смотрите, почему так происходит? Вот я сейчас здесь, мы берем право и слева от экрана, да? Давайте здесь будет написано «Город Москва». Есть такое приложение, которое показывает, где вы можете зарядить свой автомобиль. Оно специально сделано для электроемов, и там всегда вы можете, бродя по плоскости, узнать, где же ближайшая к вам зарядочная станция. Для начала здесь, смотрите, как все волшебно. Куча зарядок, просто космос, да? Казалось бы, вы бессмертные. Далее, мы начинаем в этих зарядках разбираться и понимаем, что они практически на 80% установлены в торговых центрах, которые закрываются где-то в 8, 10, 11 часов вечера. И далее эти зарядки нам недоступны, мы их убираем. Далее у нас остаются городские зарядки, для которых нужно специально оформлять карточку МОЭСК, потом какую-то карточку Тройка, ну, ее, допустим, можно купить в метро и так далее. То есть это все по карточкам, раз, и они все медленные. Мы сейчас стоим за той зарядкой, которая в час запихнет в нас 200 километров хода. Давайте оставим в Москве только быстрые зарядки, на которых я могу за часик зарядиться на 200 километров, а за полчасика на 100, то есть за то время, которое я хожу по магазину. Выбрали? Сколько из них круглосуточных? Давайте оставим круглосуточные. 0. Если в Москве сейчас 8-9 часов вечера, вы не найдете ни одной быстрой зарядки в городе Москва. В будни они все находятся на закрытых территориях, на которые заранее нужно оформлять пропуска, звонить по телефону или направлять свои паспортные данные на e-mail.
Вы представляете, что заезжая на бензиновую колонку на своей машине, вы перед заправкой бензином отправляете паспортные данные на e-mail, чтобы заехать на эту бензоколонку. Но это бред. Так устроен город Москва, господа. И при всей видимости кучи этих зарядок, по сути, вся вот это великолепие, оно фейковое. Его не существует. В это время в Петербурге братишки из Ленэнерго ходят на работу не просто для того, чтобы 20 числа увидеть смс-ку о получении зарплаты, а чтобы сделать этот мир лучше. Давайте возьмем интересующий нас разъем. Вот это вот самая быстрая зарядка, которая заряжает эту машину полностью за 1,5 часа. Или за 100 километров за 30 минут, пока вы ходите за хлебушком. Выберем этот разъем на карте Петербурга и посмотрим, сколько же этих зарядок. Чик. Их до шиша. Они все вот такие. Мы при вас прикладывали какую-то карточку? Мы какие-то данные отправляли? Нет, мы не делали ничего. Они находятся в круглосуточном доступе. Практически в каждом районе города, исключая Петроградку, по-моему, и Просвещение. Вот на севере плохо, но братишки еще работают, мы в это верим. И в итоге мы получаем тучу быстрых, бесплатных, без регистрации зарядок практически во всех районах города, которые работают круглосуточно. В любое время я могу приехать и подзарядить свою тачку, из какого города бы я не был. Зарегистрирован я здесь или нет. Независимо от какого у меня разъем. Смотрите, здесь есть все разъемы. И они все быстрые. И это по всей территории города Санкт-Петербурга. В итоге мы говорим, что Ленэнерго просто топ. Лучшая организация в мире — это Ленэнерго. Ленэнерго, пожалуйста, захватите Москву полностью. Ленэнерго, уничтожьте там все. И заставьте это все электрическими зарядками. Тогда в Москве наступит жизнь. Просто, понимаете, я в Ленэнерго готов пойти работать уборщиком. Просто потому, что они есть везде. Они за 3 года. Помните, 3 года назад мы купили Nissan Leaf? Как мы бомбили на это же самое Ленэнерго? Нужны были какие-то карточки. Это все стояло на закрытой территории. За 3 года они превратили Санкт-Петербург в рай для электромобилей. Это улица, на которой живет админ. Там дальше еще есть заправка, у которой живет зарядка. Владян. Есть место, где я строю ультратанк, там рядом есть зарядка. Есть любимая лента у меня на Ржевке на Хасанской, там есть зарядка. Есть какая-то улица Ударников, там школа какая-то, там стоит зарядка. Есть станция метро Елизаровская, которая сзади за забором, стоит зарядка. На каждой долбанной улице, практически в каждом районе здесь стоит зарядка, и все они быстрые, бесплатные, без карточек, без ничего. Господа, добро пожаловать в Санкт-Петербург. Все, что остается, это хлопнуть плова за здоровье Беглова и сказать, что на самом деле за 10 лет Москва не изменилась. Это все была реклама. И мы забываем, кто в этой истории главный красавчик. А кто же такой прикольный, да? Я вот вчера вечером пришел, машину поставил дома уже на зарядку у себя. Уже в кровати 4 часа утра. Я ложусь спать, открываю карту. Мы вчера от одной зарядки, которая была под Тверью, до того места, где эта машина уже окончательно разрядилась, погибла, проехали 390 километров. Из которых 250 мы шли с печкой, музыкой, дворниками, подогревом кресел, подогревом руля и прочее, ни разу не в эргономичном режиме. Можно было уехать дальше. Когда мы приехали к Валдаю, мы еще час ждали там у зарядки с включенным зажиганием и работающей печкой. Зачем нам мерзнуть? Что якобы нам ее согласуют. Как вы знаете, нам ее не согласовали, мы поехали дальше. На выезде из Валдая она показывала запас хода 106 километров. Мы проехали 140. Мы проехали 140 вместо прогнозируемых 106 на электрическом автомобиле. Эта машина вчера выдала больше, чем в нее заложено, мать ее, самим заводом. Она погибла в тот момент, когда уже не работали фары, не работала магнитола, не работало ничего. Все в этой машине уже кончилось, а двигатели продолжали толкать нас со скоростью 30-40 км в час, потому что больше нет электричества. И она вывезла нас из темноты, из ремонтов на свет, и только там уже окончательно погибла. И исключительно из-за нашей ошибки, что нужно было встать на километр раньше, когда загорится нолик, а не прочерк, мы могли бы виснуть кому-нибудь на трос, рекуперировать от этого и доехали бы дальше. Эта тачка вчера дала нам все то, что я хочу в принципе от машины вообще по жизни получать. То есть вывести меня из той задницы, в которую я сам залез, на какое-то более-менее место и только там погибнуть. Вот это та тачка, с которой в Питере я сейчас готов остаться жить. Это не мой форм-фактор, и она не идеальна, да, я хочу чуть-чуть другое. Но сейчас в этом городе на этой тачке для меня не будет препятствий. Вторые красавчики во всей этой истории — это компания Jaguar. На самом деле, хотите реклама, хотите нет, но я им честно благодарен. Дело в том, что я хотел совершить поездку на электромобиле из Москвы в Санкт-Петербург уже года 2. Я просил об этом компанию BMW, но они сказали, что, естественно, электромобиль не предназначен для трассы. И, как я
говорил в начале этого видео, путешествие на электромобиле, в принципе, в межгород, это, ну, вообще ерунда. Это не то. Это машина городская. Компания Jaguar полгода назад также мой запрос на подобную поездку отклонила. Но потом, поскольку когда они убедились в том, что инфраструктура налажена, были эти пробеги, в которые же ездили наши коллеги, и все машины доезжали, все так прекрасно было, теперь компания Jaguar отправила меня в одиночку, без сопровождения, без какой-либо цензуры и напутствий. Просто езжай. И как мы поняли, некоторые партнеры компании Jaguar саму эту компанию по сути предали, потому что при, казалось бы, налаженной инфраструктуре мы проехали через полгода, и уже половина всего этого не работает. И мы понимаем, что мы заранее поставили перед собой задачу, которая по факту даже в цифрах даже оказалась невыполнима физически. Но мы бросили этот вызов и все-таки за 16 часов проехали. Это очень сильно отличается от того, что мы видели полгода назад со всеми журналистами. Но, тем не менее, мы показали, как оно будет на самом деле, если что-то пойдет не так. А все шло не так с самого начала. Мы даже не смогли перед выездом в Москве ее зарядить и выезжали уже на 70%. И, тем не менее, мы это сделали, и это возможно. А здесь, в Питере, ближайшие 2 недели, чего? Меня ожидает рай на земле. Я вот так постоял, зарядился, побухтел, вон там процентики капают, все нормально, просто пока мы пишем это заключение. И буду кататься, мне даже дома ее заряжать не надо. Я буду делать это бесплатно на станциях. Поэтому, ребята, спасибо вам огромное, что смотрели это видео. Для меня это была потрясающая поездка. Я очень благодарен за предоставленную возможность компании Jaguar пережить все это самому и даже закуситься, что однажды я это сделал. Ребят, в комментах, кто из 2039, напишите, как там с электромобилями на сегодня дела обстоят. Может, там зарядки построили или там пробеги стали по 1000 километров. Мы сегодня, в 2019 году, доказали, что такой проброс – это поступок или блогеров, или очень смелых людей. Как там у вас в будущем, потомки, а? Наверное, уже все гораздо проще, все везде работает, и зарядки везде есть. На сегодня это было очень интересно, но это городская машина, от которой в Питере я буду дико кайфовать, а по трассе выберу маленький дизель. Огромное вам спасибо, что смотрели это видео, огромной вам всем удачи, пока!